Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о кротах. Слепые подземные жители самые настоящие трудяги. Они живут в условиях, которые очень сложно представить себе людям. Каково это существовать без солнечного света, практически не выбираясь на поверхность? Однако природа отлично приспособила этих зверьков к подземному существованию. Правда, фермеры и садоводы недолюбливают кротов за то, что те перерывают их огороды и грядки. Но человеку по существу вообще сложно ужиться, как показывает практика со многими разными животными. То тот не тот, то этот не этот. Хотя бы раз спросили у крота, как ему соседи, которые постоянно переживают за свои наделы. Кроты считаются уникальными животными, поскольку живут в толще земли и ничего и не видят. Эти животные распространены на всем евроазиатском континенте, а также в Северной Америке. Всего на планете Земля около 40 видов. Наиболее распространены крот обыкновенный, он же тальпа, слепой крот, длиннохвостый, кавказский, сибирский, японский землеройковый и звездонос. Кроты насекомоядные, мелких и средних размеров. Длина тела от 5 до 20 сантиметров. Масса от 9 до 170 грамм. Они, кроме землеройковых кротов, живущих на поверхности, приспособлены к подземному роющему образу жизни. Туловище у них вытянутое, округлое, покрытое густым ровным бархатистым мехом. Кротовая шубка имеет уникальное свойство. Ее ворс растет прямо, а не ориентирован в определенную сторону. Это позволяет кроту легко двигаться под землей в любом направлении. Ворс свободно ложится и вперед, и назад. Окрас у крота однотонный, черный, черно-бурый или темно-серый. Конечности укороченные, передние лапы лопатообразно расширенные, когти крупные, уплощенные сверху. Задние конечности обычно слабее передних. Хвост короткий, голова небольшая, удлиненная, нос вытянут в подвижный хоботок. Шея снаружи почти незаметна. Ушные раковины отсутствуют. Глаза не развиты, лишены хрусталика и сетчатки, а глазные отверстия крошечные, закрытые подвижными веками. У некоторых видов глаза зарастают. Хорошо развиты обоняние и осязание. Благодаря чутью кроты способны возвращаться в свои дома, даже если их переместить в другое место. Поэтому не обольщайтесь, что выловив крота на своем огороде и подбросив его ненавистному соседу, вы таким образом избавитесь от него. Кроты возвращаются. В отличие от грызунов, таких как слепышовые, кроты не могут грызть землю зубами, поэтому обитают в основном в местах с мягкой рыхлой почвой, в лесах, на лугах. Для кормежки они прокладывают сеть неглубоких кормовых ходов, куда заползают дождевые черви. Кормовые ходы узкие и длинные. Летом они расположены близко от поверхности, зимой поглубже. Сеть кормовых ходов может занимать площадь несколько сот квадратных метров. Там, где ходы пересекают участки уплотненной почвы, крот заглубляет ход до 30 сантиметров. Такие подземные переходы прокладывать трудно, поэтому одним переходом могут пользоваться несколько зверьков. При рытье глубоких ходов кроты выбрасывают на поверхность кучки земли. В этом млекопитающем собраны несколько строительных машин. Так, нос играет роль буравчика, им он орудует беспрестанно. Неизвестно, как при таких условиях жизнедеятельности этот орган смог сохранить высокую чувствительность к запахам. Лапы же крота выполняют роль экскаватора. Проходимость строительных атрибутов достигает предельно 30 сантиметров за 1 минуту. Это не проходит даром для кротовой шерсти. От соприкосновения со стенами норы шуба довольно быстро стирается, и крот ходил бы голый. Но природа и это предусмотрела. Кроты вынуждены линять по 3-4 раза в год, чтобы вновь и вновь обзавестись новой шерстью. А еще у такого маленького по виду зверька во рту 44 зуба. Хищник по своей природе крот имеет еще и клыки. Кроты – настоящие хозяева своего жилища. Они надежно и тщательно обустраивают понравившееся для них место и живут там достаточно долгий промежуток времени. Зимой же их обитель служит и неким складом съестного. Так, с приходом холодов добыть пищу становится тяжким трудом. Поэтому запасливые кроты начинают раннюю подготовку к зиме. Из-за того, что крот очень активное животное и тратит много энергии, ему необходимо почти постоянно что-то есть, чтобы иметь силы для копательной работы. Он съедает за день практически столько же, сколько весит сам, а без еды не может прожить более 17 часов. Оказывается, кроты не только охотятся и сразу же съедают свою излюбленную еду – дождевых червей, а складируют их на черный день, отрывая им бошки. В кротовой кладовке червяки хранятся очень долго. И зимой, когда еды мало, крот пирует в своих подземных лабиринтах. Неоднократно при раскапывании кротовых ходов обнаруживается
обнаруживались запасы съестного весом более 2 килограмм. Кроты могут поедать практически все, что движется. Могут съесть и лягушку, и мелкого зверька, с которыми смогут справиться. Иногда они даже съедают более слабых своих сородичей. Кроты предпочитают жить обособленно, поскольку плохо уживаются со своими сородичами. Несмотря на это, они формируют пары, чтобы воспроизвести себе подобных. В случае гибели одного из сородичей, живые кроты тут же становятся владельцами его тоннелей. Кроты активно метят свои владения за счет специального секрета, расположенный в области брюха животного. Делают они это регулярно, чтобы никто из сородичей не подумал, что территория пустует. Они одиночки и эгоисты. Супружескую жизнь они ведут неохотно. У этих представителей животного мира, если и есть понятие брачный сезон, то весьма скрытый и неизученный. Те же отважные кротихи, которые вступают в отношения с кротами, по истечению времени рожают нескольких малюток. Мать кормит детей молоком до того, пока организм кротенка не окрепнет, а как только окрепнет, айда на вольные хлеба. Молодые кроты прекрасно относятся друг к другу, но повзрослев, начинают выяснять между собой отношения. При этом они могут быть настолько непримиримые друг к другу, что готовы загрызть, а затем и съесть. Из-за таких особенностей молодые кроты постоянно изучают новые территории, чтобы затем их освоить. Кроты отдыхают несколько раз в день, по пару часов. В зимний период они не спят и продолжают рыть норы в незамерзшем грунте. Несмотря на то, что они в основном находятся под землей, их может ожидать опасность в тот момент, когда они выбрасывают грунт на поверхность земли. И естественно, что такие случаи довольно редкие. Насчет содержания крота в неволе, как это принято и хотелось как обычно человеком, то это точно не к ним. Кроты настолько не приспособлены жить под арестом, что попытки ученых и биологов создать для них подходящие условия и изучать их не увенчались с успехом до сих пор. Либо искусственные норы в ограниченном пространстве становятся очень сырыми, и кроты гибнут, либо всегда доступная еда из рук ученых приводит к смерти кротов от ожирения и ежедневного бездействия. Да и на воле кроты живут достаточно недолго, в среднем до 5 лет. Кроты являются не только уникальными, но еще и полезными зверьками, которые постоянно тем и занимаются, что уничтожают различных вредителей и растений, а также разрыхляют почву, благодаря чему она насыщается кислородом и становится более плодородной. К сожалению, когда количество кротов на участке начинает увеличиваться, их польза начинает перерастать во вред, поскольку они перероют не только клумбы или грядки, но еще и дорожки, да и все, что человек пытался облагородить для радости и умиления глаз. К тому же систематическое уничтожение кротами дождевых червей приводит к обратному эффекту, поскольку падает плодородность почвы. Ну а если вы увидите крота во сне, это к прибыли и успеху, который принесет занятие искусством. Ну а пока, дорогие смотрители, не спим, то смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами был канал Планета Земля.